Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Моя фамилия Брюховецкий Андрей Степанович. Я генеральный директор клинического госпиталя Нейровита, город Москва. Сегодня мы продолжаем наши лекции о работе госпиталя Нейровита, и мы остановимся на достаточно трудной, сложной проблеме, которая сегодня стоит в современной неврологии и нейроонкологии. Это мультиформные глиобластомы и метастазы рака в головной мозг. Ну, надо сказать, что эпидемиологические особенности глиальных метастатических опухолей, глиальных и метастатических опухолей головного мозга, они, в общем-то, таковы, что практически 25% нейроонкологических заболеваний составляют глиобластомы. И это приблизительно 3% в структуре онкологической смертности. Они обладают крайне высокой частотой послеоперационных рецидивов. И, как правило, медиана выживаемости этих больных составляет 12-15 месяцев. Имеет место быстрый инвазивный рост, неэффективность химии и лучевой терапии. Сегодня мультиформная глиобластома практически не лечится. И, несмотря на все проводимые лечения, лучевую терапию, хирургию, химиотерапию, практически результаты имеем приблизительно такие же, как были, может быть, 100 лет назад. Для иллюстрации вот этой методологии и технологий, которые мы предлагаем вам сейчас, мы попытаемся представить именно новое направление, которое мы формировали все эти годы. Чтобы понять, почему возникают глиобластомы и раки, мы должны сказать, что в соответствии с современными веяниями в развитии онкологических заболеваний, одним из основных путей развития рака и глиобластомы, в том числе и метастатических поражений в мозг различных раков, считается формирование олигоклональности или моноклональности, то есть формирование определенного клона гемопоэтических стволовых клеток, который формирует определенных потомков иммунокомпетентных клеток, которые иммунотолерантны к самой опухоли. И вот на этом слайде мы показываем, что вот они стволовые клетки, вырабатывая большое количество гамма-бета клеток, B1 клеток, НК клеток, НКТ клеток, которые отвечают за врожденный иммунитет, а также вырабатывая дендритные клетки, цитоксические лимфоциты и макрофаги, которые отвечают за адаптивный или приобретенный иммунитет. Мы создаем гармонию в иммунной системе, и именно эта гармония обеспечит того, что опухолевые стволовые клетки не выходят за пределы своего функционирования. В норме у каждого человека есть 500 тысяч раковых клеток, но именно поликлональность гемопоэза или кроветворения обеспечивает его на постоянном уровне. Но, как показали наши исследования, именно гемопоэтическая стволовая клетка становится объектом взаимодействия с опухолевыми стволовыми клетками глиобластомы. И именно нейроспецифические белки глиобластомы, попадая непосредственно в гемопоэтическую стволовую клетку, делают ее более медленной и формируют из нее определенную клональность. Мы увидели эти вещи, проведя эксперимент. Вот здесь красные клетки – это клетки глиобластомы мультиформные, а зеленые – это гемопоэтические стволовые или кроветворные клетки. Вы видите, то есть мы покрасили зеленым красителем стволовые клетки, а красным покрасили именно опухолевые злокачественные клетки глиобластомы. Через 48 часов мы видим, что все гемопоэтические стволовые клетки получили белки глиомы и глиобластомы. И они практически получили вакцинацию этих клеток. То есть в последующем, уйдя в костно-мозговые ниши костного мозга, эти клетки будут вырабатывать потомков, иммунные клетки, НК-клетки, НКТ-клетки, дендритные клетки, которые будут нечувствительны конкретно к этому виду глиобластомы. То же самое мы повторили на раке молочной железы, то же самое мы повторили на раке легкого, ну и вот здесь снова мы показываем глиобластому. То есть мы показали, что моноклональность
формирование определенных вот этих вот патологических стволовых клеток, которые начинают доминировать в кроветворении, заполняют, и потомки этих клонов, практически расширяясь, замещают собой большую часть клеток крови, которые мы состоим, и они являются иммунотолерантны к этой опухоли. И опухоль начинает расти, она начинает увеличиваться, и опухолевой клетке создаются благоприятные условия. То есть, если в норме мы понимаем, что есть 500 тысяч раковых клеток, то как только количество клеток увеличилось больше и дошло до 1 миллиарда, мы говорим, о, это предрак. Больше миллиарда, мы говорим, это рак. Возможности, которые имеет хирургия, нейрохирургия, это до 10 в 9, не больше. Красьте их флуоресцентными красками, пытайтесь что угодно делать, это не поможет. Глаз человека больше, чем 10 в 9, больше миллиарда, не различает. Дальше должна работать химия и лучевая терапия. И когда делается огромное количество курсов тимодала, иринотеканов, всевозможных моноклональных антител, чтобы пытаться бороться с глиобластомой, мы должны четко понимать, что диапазон химиотерапии составляет 10 девятый, 10 седьмой. Всего 2 диапазона, где реально способна работать химиотерапия. Дальше должна работать иммунотерапия. То есть, на самом деле, дальше должна работать иммунная система. И именно иммунная система должна обеспечить ситуацию, когда собственные стволовые клетки создают потомков иммунокомпетентные клетки, которые и способствуют невозможности развития рака. Таким образом, наша задача, которая стоит сегодня перед врачами, попытаться спротезировать вот это состояние, то есть иммунотерапию и иммунорегуляцию. Абсолютно очевидно, что это можно сделать только искусственным путем, потому что, как говорил академик Давыдов Михаил Иванович, однажды пропустив рак, иммунная система его никогда не догонит. Мы достаточно долго занимались этой проблемой. Вот у меня вышла монография 2 года назад «Прецизионная иммунотерапия рака и других злокачественных заболеваний, злокачественных опухолей». И мы показали, что рак легкого с метастазами мозга, рак молочной железы с метастазами мозга, мультиформная глиобластома. Если мы используем после обычной стандартной терапии, химиотерапии, лучевой терапии, после удаления, хирургического удаления большей части опухоли, применяем иммунотерапию, которую мы применяли тогда, это были в основном дендритные вакцины, цитоксические лимфоциты, то это позволило увеличить выживаемость, время жизни больных с момента диагностики новообразования практически в 3 раза. 12,3 вот медиана выживаемости при мультиформной глиобластоме. И вот 36 месяцев это медиана выживаемости средняя стала для этих пациентов опытной группы, где мы применяли только дендритные клетки. Таким образом, становится понятно, что мы на правильном пути, и мы увеличили медиану выживаемости. Ясно одно, мы пытались воздействовать и на врожденный иммунитет, но не очень хорошо получалось, потому что именно врожденный иммунитет является той опорой иммунитета, на который и строит основную защиту. Все изменилось, когда профессор Сивеки из Дрезденского университета показал, что иммунная память организма и врожденный иммунитет, он расположен не обязательно в НК-клетках и НКТ-клетках. Это очень важно. Но основная иммунная память хранится в гемопоэтической кроветворной стволовой клетке. В своих работах по иммунной памяти гемопоэтических стволовых клеток на модели искусственных бактерий, они доказали возможность формирования врожденного иммунитета именно со стороны гемопоэтической стволовой клетки. Таким образом, стало понятно, что к существующему подходу, который у нас существовал, дендритные клетки, цитоксические лимфоциты, которые активируют приобретенный иммунитет, у нас не хватало компонента врожденного иммунитета.
НК-клетки, которые мы применяли, пытаясь молекулярно-генетически подбирать их от донора к человеку, практически, ну, в очень редких случаях срабатывал. А здесь нужна была постоянное воздействие клеток врожденного иммунитета на патологический объем этой опухоли. Таким образом, возникла идея, что нужно комбинировать существующие подходы, клеточные подходы иммунотерапии дендритных вакцин цитоксических лимфоцитов с технологиями, клеточными технологиями врожденного иммунитета. И вот так родилась персонализированная адаптивная иммунотерапия при вот этих заболеваниях нейроонкологических. Показаниями для иммунотерапии были, в общем-то, различные типы мультиформной глиобластомы, глиальных опухолей, у которых отмечался по меньшей мере один рецидив после завершения всех курсов химии, лучевой терапии или 2 рецидива после применения других методов лечения. Принцип технологии: создается противоопухолевый искусственный и приобретенный, и врожденный иммунитет из собственных клеток пациента. Приобретенный иммунитет создаем путем получения персонализированных дендритно-клеточных вакцин, которые нагружаем лизатом опухоли пациента, и цитоксических лимфоцитов из мононуклеаров периферической крови. Искусственный врожденный иммунитет формируется именно путем сбора собственных гемопоэтических или кроветворных клеток крови и их модификации. В свое время мы показали, что должно существовать определенное окно возможностей для вот этой подобной персонализированной иммунотерапии, когда прогрессируют мультиформные глиобластомы. Нужно добиться минимальной остаточной болезни. Именно минимальная остаточная болезнь, когда произошла максимальная редукция опухолевых масс, когда произошел всплеск цитокинов после той же химиотерапии и клеточный ответ после химиотерапии, позволяет использовать эти технологии. Здесь представлена обычная стандартная ситуация получения дендритно-клеточных вакцин, которые мы использовали. То есть берется кровь пациента адгезируется, лимфоциты забираются, используется колонистимулирующий фактор с интерлейкином 4, культивируется 5 дней, и туда добавляется убитый опухолевый антиген этой глиобластомы или метастатического рака, и вместе с фактором некроза опухоли, культивируя 48 часов, мы получаем, собственно, дендритные клетки, которые у нас имеют место. Их иммунофенотип известен, это CD80, CD83, CD86. Мы показываем, что это реально эти клетки. И, соответственно, на эти клетки мы берем клетки собственные пациента и готовим цитоксические лимфоциты. То есть лимфоциты больного мы культивируем вместе с его же дендритными клетками. И на этом фоне получаем цитотоксические лимфоциты, которые используем для внутривенного введения. И вот, собственно, мы показываем, что мы их просмотрели, они отвечают всем нашим стандартам, поэтому мы спокойно можем их делать. Итогом этой работы, вот я вам показал эти результаты. Следующий этап, который сегодня я хочу продемонстрировать вам, это возможность создания искусственного врожденного иммунитета при глиобластоме и других нейроонкологических заболеваниях. На самом деле не играет роли, какая опухоль. Нам важно взять кусочек этой опухоли во время операции, ну или иметь хорошую иммуногистохимическую ее характеристику, цитологическую, чтобы из донорского материала мы могли подобрать подобный биоматериал. Задача все-таки четко доказать, есть ли клональность у данного пациента с мультиформной глиобластомой и раком или раком легких, раком молочной железы или другим раком, который метастазирует в головной мозг. Вот мы показываем, что мы делаем молекулярно-генетическое исследование генов клональности, мы делаем протеомное исследование самой гемопоэтической клетки, выявляем, собственно, эту клональность, и тогда говорим, да, этого пациента можно взять, и с него можно получить искусственные клетки для создания врожденного искусственного иммунитета. Клетки обычно гемопоэтически собираются с использованием лейкоцитофереза или эксфузии костного мозга.
Соответственно, мы выделяем гемопоэтические стволовые клетки на аппарате Clinimax. Это все разрешенная технология. Мы эти клетки культивируем вместе с лекарственной субстанцией паноген и вместе отправляем их на культивирование. Что это нам дает? Это позволяет при размораживании, во-первых, восстановить эти клетки и реставрировать эти клетки. То есть это доказанная возможность рекомбинантной ситуации. Перед этим мы проверяем эту ситуацию, на пациенте, и таким образом мы практически используем технологию для того, чтобы создать комплексную систему. Врожденный иммунитет, приобретенный иммунитет. То есть клетки размораживаются и вводятся пациенту. Спасибо за внимание, но я хочу остановиться еще на одной вещи. Мы впервые, используя собственные клетки человека, можем говорить о создании искусственного противоопухолевого иммунитета. И это открывает огромные перспективы для лечения этих больных. Мы реально можем увеличить еще на несколько лет продолжительность жизни этих больных. И мы этим активно сейчас занимаемся. Благодарю за внимание.